Если вы, как и я, решите провести эти новогодние каникулы в Калининграде, вам пригодится это видео. В основном мы гуляли по городу в поисках хомлинов. Все наши маршруты строились вокруг них и нашего отеля. Безусловно, маршруты не оптимальны, но подойдут, чтобы понять, стоит ли ехать в Калининград зимой и составить общее впечатление о городе. Это Уля верхом на улитке. Мы нашли ее у входа в зоопарк. Сегодня по прогнозу обещали ливни, поэтому начало дня мы провели в нем. Калининградский зоопарк восстановлен в 1947 году на основе Кёнигсбергского зоосада, впервые открытого в 1896 году. В наши дни зоопарк занимает 16,3 га. В нем живет около 3000 животных, из которых 192 вида занесено в Красную книгу. Атмосфера здесь удивительно спокойная. Старые деревья, ощущение большого городского парка. Особенно приятно приходить сюда зимой, когда посетителей меньше, и можно спокойно наблюдать за животными в почти камерной тишине. Как только начинался дождь, мы заходили в крытые павильоны. Это павильон с шумными попугаями. После зоопарка мы пошли в мастерскую хомлинов в астрономическом бастионе. Также здесь расположился музей-театр «Легенды старого города». Астрономический бастион спроектирован неизвестными архитекторами в середине XIX века. Так кто же такие хомлины? Это маленькие бронзовые фигурки сказочных существ, которые можно найти по всему Калининграду. По легенде, эти добрые домовые охраняют город, а их поиск превращается в увлекательный квест. Собрать всех хомлинов – это значит пройти по самым интересным местам города. Это отличный способ исследовать Калининград. Напротив бастиона находится смотровая площадка и парк Победы, созданный в 2000 году в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь расположен памятник и братская могила советских воинов, а прогулочные дорожки и пруд создают атмосферу для размышлений и отдыха. Фридрихсбургские ворота – это единственный сохранившийся элемент крепости в Кёнигсберге. Сохранились арка, 4 круглые башни и зубчатые парапеты. Они были построены в 1852 году из обожженного фигурного кирпича в неоготическом стиле. Во время реставрации были обнаружены слои старой крепости XVIII-XIX веков. После реставрации в 2011 году здесь открыли филиал Музея Мирового океана. От
ворот мы направились на поиски Хомлина, который прячется неподалеку, словно наблюдая за прохожими с легкой улыбкой. Это Хомлин Папа Лео. Он находится на перилах моста, напротив Калининградского областного музея изобразительных искусств. С моста открывается вид на остров Канта и Кафедральный собор. Это главная архитектурная жемчужина Калининграда и одно из немногих зданий, сохранившихся после войны. По лестнице спускаемся к собору на органный концерт. Внутри собора находится небольшой музей, посвященный истории Кёнигсберга и самому зданию. Это марципановый пряник – миниатюрная копия собора. Уникальный органный комплекс собора считается самым большим в России. Он состоит из большого и малого органов, которые соединены оптоволоконной связью и насчитывают более 8000 труб. После концерта по дороге домой мы прошли мимо Музея Мирового океана. Здесь мы нашли Хомлина морячка Витю. Рядом с научно-исследовательским судном «Витязь». Было уже около 9 вечера, и наш маршрут на сегодня подошел к концу. Город медленно погружался в вечерние огни, а мы отправились отдыхать. Это малыш Хомлин по имени Антон, около музея-квартиры Альтесхаус в районе Амалиенау. Сегодня с утра ясно одно – дождь будет весь день. Мы достаем зонт и принимаем погоду как часть калининградской атмосферы. На Офицерской улице увидели старый пожарный гидрант. Следующая точка на маршруте – вилла Шмидт, построенная в 1909 году. Первый владелец – консул Карл Шмидт. Прогуливаясь по Амалиенау, увидели такой интересный арт-объект и симпатичный домик. В этом кадре очень хорошо чувствуется дождь, тихий и почти уютный. Если надумаете ехать сюда на новогодние каникулы, обязательно берите дождевики.
Пруд-поплавок был создан в начале XX века для ликвидации подтоплений прилегающих территорий, когда в западном пригороде Кёнигсберга строился новый престижный район Амалиенау. Эти кадры передают настроение дня: серый свет, отражение на воде и непрекращающийся дождь. Вилла Михаэлис построена в 1905 году. Здание принадлежало директору севергерманской кредитной компании Эрнсту Михаэлису. Вилла Лео построена в 1902 году по проекту архитектора Фридриха Хайтмана. Виллой владел депутат городского совета и владелец судоходной компании Людвиг Лео. Вилла Шмидта-старшего построена в 1903 году. Здание принадлежало Эдуарду Шмидту, владельцу завода по производству минеральной воды под названием «Источник королевы Луизы». В настоящее время в здании размещается детский сад. Кирха святого Адальберта построена в 1904 году. Стоимость строительства составила около 60 тысяч марок. Внутренняя отделка, алтарь и колокол – еще 40 тысяч. Потом мы решили посетить два парка. К сожалению, оказалось, что оба они в плачевном состоянии. Слева парк культуры и отдыха. Чуть дальше дом Фридхоф. Мы прошли большую часть запланированного маршрута под ливнем. Поснимать что-либо особо не получилось. Несмотря на огромный зонт, мы все равно промокли до нитки. Этим нам и запомнился Амалиенау. Бранденбургские ворота – одни из 8 сохранившихся городских ворот. Их деревянная версия была построена в 1657 году. Через 100 лет по распоряжению прусского короля Фридриха II на их месте соорудили массивную кирпичную постройку в стиле неоготики с 2 просторными проездами. Сейчас в них находится музей марципана, посвященный возрождению старинного кёнигсбергского кулинарного бренда. В нем представлена история марципана, старинные кондитерские формы и марципановые копии известных городских достопримечательностей.
Это Калининградская областная филармония, расположенная в здании бывшей кирхи Святого Семейства. Кирха построена в 1907 году по проекту архитектора Фридриха Хайтмана. Завершили маршрут опять у деревни Канта, неподалеку от которого стоит домик смотрителя моста. Домик смотрителя моста построен в 1899 году. Здание служило для размещения подъемных механизмов моста. Здесь же жил смотритель. А сегодня здесь расположился музей открыток. Фридландские ворота обязаны своим именем городу Фридланд, ныне Правдинск. Первые ворота с таким названием появились еще в XVII веке, но находились совсем в другом месте. Позднее, по мере расширения города, старые конструкции разобрали, а на новом рубеже обороны возвели современные ворота. Их строительство относят к 1857-1862 годам. Именно они и сохранились до наших дней. Это они же со стороны Южного парка. Парк создан в декабре 1841 года по распоряжению короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV. Парк служит тихим переходом между шумными улицами и историческим ансамблем. Здесь приятно передохнуть после прогулки по городу или просто насладиться видом на старинную кирпичную архитектуру. После прогулки по парку мы отправились к Кирхе Розенау. По пути к Кирхе встречаем вот такое интересное здание 1892 года постройки. Кирха Розенау строилась с 1914 по 1926 год. Сейчас здесь храм Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодняшний день мы решили начать с посещения блошиного рынка, рядом с башней Врангель. В ней прячется Хомлин, мама Варвара. Башня построена в 1853 году и получила свое имя в честь генерала-фельдмаршала Врангеля. Недалеко от башни Врангеля, на берегу пруда Верхняя, стоит башня Дона 1853 года постройки, в которой находится музей янтаря. У входа в музей вас ждет Хомлин Марта. А еще немного правее стоят Росгартенские ворота. Здание ворот построено в 1852-1855 годах. За башнями на пруду Верхней большое количество смотровых площадок и красивых мест для отдыха. Вдали виден отель «Меркьюри Калининград-Центр». Нагулявшись вдоль озера и пропитавшись красивыми видами, мы направились к самой древней постройке в Калининграде. Это бывшая орденская, католическая, а затем евангелическая приходская церковь Девы Марии в районе Юдитон. Кирха построена в стиле раннегерманской готики XIII-XIV веков. Это водопад Росхов, расположенный рядом с рестораном «Геркулес». Он поражает своей мощью и спокойствием одновременно. Это отличное место, чтобы передохнуть и сделать яркие фотографии на фоне падающей воды. Но лучше, конечно, летом. В завершении дня мы поехали в рыбную деревню собрать Хомлина дедушка Карл.
Это самый первый хомлин Калининграда. Появился он 3 июня 2018 года на перилах Медового моста. Если вы решите приехать сюда отдохнуть на зимние каникулы, готовьтесь к дождю, снегу и другим погодным сюрпризам.